Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Задумайтесь на мгновение. Если Землю уменьшить до размера песчинки, то обнаруживается, что наблюдаемая Вселенная будет в 30 раз больше нашего Солнца, яркого света на ночном небе. В этом документальном путешествии мы исследуем безмолвные размеры космоса, сравнивая планеты и звезды, а также обсуждая тайны, которые прячутся в бескрайних просторах Вселенной. Мы покинем пределы нашей планеты, будем исследовать таинственные глубины Солнечной системы и заглянем в бездну галактик, чтобы получить представление о масштабах, которые сложно понять. Начнем наше исследование с того, что диаметр Земли составляет 13 тысяч километров, тогда как наш звездное светило Солнце имеет диаметр в 1,4 миллиона километров. Это неплохое начало для нашего сравнения. Одно маленькое земное яблоко соразмерно с огромным небоскребом. Для дальнейшего представления о величии Солнца стоит отметить, что оно может вместить в себя более миллиона копий Земли, что приводит к навязчивой мысли о том, насколько ничтожны мы по сравнению с масштабами космоса. Если представить размеры планет в масштабе, то можно сказать, что Меркурий напоминает горошину перца, Земля и Венера – это помидоры черри, а Марс – сочная черника. По мере увеличения масштабов Сатурн можно сравнить с грейпфрутом, Уран – с яблоком, Нептун – с лаймом, в то время как Юпитер величественен как арбуз, а Солнце кажется немыслимо большим, как крупный небоскреб. Такие аналогии могут показаться игривыми, но они служат важной образовательной цели, помогая представить себе массы и размеры, которые обычно недоступны нашему восприятию. Но что насчет расстояния? Земля вращается вокруг Солнца на расстоянии 150 миллионов километров. Если представить, что мы движемся на машине со скоростью 100 километров в час, наше путешествие к Солнцу заняло бы целых 176 лет. Это статистика, которая ставит в шок. И когда вы думаете об этом, вы осознаете, насколько велики расстояния в космосе. По мере отдаления от Солнца Нептун находится на расстоянии 4 миллиарда километров. 4 миллиарда километров. А самые дальние точки, такие как карликовая планета Эрида, затерялись на 19 миллиардов километров от солнечного света. На этих научных понятиях основаны наши представления о строении и планах Солнечной системы. Более того, на внешних границах нашего Солнечной системы простирается облако Оорта, таинственная гравитационная оболочка, создающая неразрывную связь между нами и далекой Вселенной. Облако Оорта считается последним рубежом Солнечной системы, и хотя мы знаем о его существовании, его точная структура до сих пор является загадкой для ученых. Представив нашу Солнечную систему на футбольном поле, мы можем видеть, что Солнце будет представлять собой небольшую монету, тогда как Нептун может быть лишь песчинкой сахара. Внешний край облака Оорта, в свою очередь, простирается на 176 километров от начала поля. Это кажется безумно огромным расстоянием для полного понимания. Поскольку мы рассматриваем это воображаемое футбольное поле, это изображение помогает нам оценить не только размеры планет, но и разрывы между ними. Эти разрывы просто колоссальны, и даже в масштабах огромного поля планеты кажутся беспорядочно разбросанными точками. Но даже наша Солнечная система – лишь крошечный фрагмент в огромном пространстве. Вселенная насчитывает около 4000 систем звезд, и Млечный Путь, в котором находится наша Солнечная система, поразительно напоминает размеры всех Соединенных Штатов вместе взятых. Это заставляет нас пересмотреть все представления о нашем месте в космосе. На фоне общих размеров Солнечная система кажется почти незначительной. На первый взгляд, Млечный Путь выполнен в форме спирали и содержит в себе громадное количество звезд. Каждый звездный кластер сплетен в сложную сеть гравитационных взаимодействий и динамики, которые еще предстоит изучить и понять. Пройдясь по величественным звездам, мы можем заметить, что некоторые из них значительно больше нашего Солнца. Например, Сириус в 2 раза крупнее, Альдебаран весит в 45 раз больше, а Бетельгейзе имеет массу в 15 раз больше Солнца. Эта информация шокирует, но звезды становятся еще более поразительными, если мы рассматриваем их в контексте их размеров и массы. Звезда Ю-Щита в 1700 раз больше Солнца с диаметром в 2 миллиарда километров.
И как красиво представляется Стивенсон-218. Истинный колосс, который в 2150 раз превосходит размеры нашего светила. Внутри него осталось бы место для целых 10 миллиардов солнц. Сравнив громоздкие звезды с нашим скромным светилом, мы все еще остаемся в недоумении о том, как такие гиганты могли образоваться и выжить в таких условиях. Млечный Путь действительно удивителен, но его размеры ничто по сравнению с другими галактиками. Андромеда – крупнейшая галактика в местной группе, больше Млечного Пути в 2 раза. В пределах нашего сверхскопления Девы простираются границы, охватывающие 110 миллионов световых лет. Это масштаб, который трудно осознать. Представьте себе, за границами нашего понимания находится нечто грандиозное, и сущность этого пространства не может быть уложена в одном единственном представлении. Кажется, что черные дыры являются одним из самых загадочных объектов во Вселенной. Ближайшая к нам находится на расстоянии 1560 световых лет. А супергигантская черная дыра в галактике ИС-1001 весит около 40 миллиардов солнечных масс. Эти черные дыры играют экстраординарную роль в космологии, состоя в сложных взаимодействиях с соседними звездами и регионах пространства. Существуют также дыры, как Тон-618, которые удалены на 18 миллиардов световых лет и обладают массой в 60 миллиардов солнечных масс. Они действуют как столкновение гравитационных полей, и ученые утверждают, что такие объекты могут даже влиять на формирование галактик. Сверхскопление Девы находится в гораздо более широком контексте. Оно расположено в сверхскоплении Ланиакея, масса которого более 100 тысяч раз превышает массу Млечного Пути. Эта громадная структура не только интересна сама по себе, но и отражает то, как гравитация связывает галактики между собой, формируя скопления и сверхскопления, которые мы наблюдаем. Ланиакея сама по себе обладает удивительной структурой, состоящей из подскоплений, каждое из которых является трудным для измерения в масштабах, которые мы помним. Эти связи между галактиками, открывающиеся в бесконечности, образуют самую основу космической ткани, в которой мы существуем. Среди наиболее впечатляющих структур во Вселенной находится комплекс Рыбкит. Это величественная формация, состоящая из 60 скоплений, с общей массой в 10 квинтиллионов солнечных масс. Его длина превышает миллиард световых лет. Это гигантское объединение галактик подтверждает, что космос гораздо больше, чем мы можем представить, и рождает понимание о том, как тесно переплетены галактики между собой. В то время как Великая Стена Геркулес-Северная Корона занимает целое 10 миллиардов световых лет, эта колонна материи составляет 10,7% от диаметра наблюдаемой Вселенной и охватывает более 20 созвездий. Этот объект вызывает множество вопросов о теории Большого Взрыва, расширяя понимание о том, как и когда началась наша Вселенная. Галактика HD-1 была признана самым дальним объектом из всех известных человечеству. Она появилась на экране через 324 миллиона лет. После Большого Взрыва это подчеркивает то, насколько ветвистой и сложной была сама Вселенная во время своих первых мгновений. Исследования указывают на возможную геометрию Вселенной, которая может быть плоской или сферической, а некоторые теории даже описывают ее форму как пончика. Именно в этом контексте ученые последовательно развивают свои идеи о Вселенной и помогают нам взглянуть на наш космос с разных углов. Открываются новые возможности для будущих исследований. Весь этот захватывающий масштаб заставляет нас задуматься о том, что же мы, в конце концов, за существование. Если бы мы уменьшили Млечный Путь до размера всего лишь миллиметра, сверхскопление Девы выглядело бы как гитара, Ланиакея как каноэ, комплекс Рыбкит как небольшой автобус, а Великая Стена выше статуи Свободы. Эти аналогии придают космосу не только научный, но и визуально осязаемый аспект. Правильно осмыслить эти масштабы значит задуматься о том, как мы взаимодействуем с космосом. Понимание великих временных и пространственных рамок помогает нам осознать, что мы всего лишь крошечная часть в этой гигантской мозаике. Но в то же время мы обладаем мудростью и способностью стремиться к его познанию. С каждым новым открытием человечество продвигается вперед по пути к осознанию своего места в огромной Вселенной.
Сложные связи между галактиками и звездами создают бесконечные загадки, которые все еще требуют разгадки. Наше стремление исследовать, понимание и желание познавать мир вокруг нас объявляют о желании заглянуть в завесу бесконечности. Когда мы смотрим на звезды, мы видим не только свет, но и возможность стать частью этого космического балета, где каждый из нас может внести свой уникальный вклад.